Так, вот это что за шуршание было? Шуршание у нас, между прочим, профилактика. У нас микрофоны специально опрыскиваются. Точно, сейчас еще будет и вот это вот... Нет, вот это уже было, кстати. А вот шутки шутками, но, как говорится, береженого Бог бережет. Тем более я, здрасте, Мария. Здравствуйте. Человек, который... А вот камеру можно нам выключить? А она выключена. Ну, а вам выключена, а мне-то она включена. То есть, подождите, а вас она смущает, да? Я на себя и так дома насмотрелся. Ну, хорошо, давайте я разверну. Она меня раздражает и смущает. Смотрите, я человек, который переболел ковидом. Я как бы имею даже моральное право на эту тему разговаривать, потому что вот то, что сейчас прыснули микрофон антибактериальным средством, это люди заботятся о нашей жизни и здоровье. И вот об этом мы сегодня и поговорим. Мария, вы знаете, что такое треугольник Карпмана? Да, наслышана. Вот. Многие путают с Картманом из Саус-Парка. Угу. Это другой персонаж. Но мне кажется, что в Саус-Парке отношения героев были как раз как в треугольнике Карпмана. Как в треугольнике. Вот об этом мы с вами и поговорим. Друзья мои, ну, кто знает треугольник Карпмана, тому проще, кто не знает, это примерно 68-69 год. Карпман, он занимался, как это называется, транзактным анализом. И вот он придумал этот треугольник, гениальный совершенно. В этом треугольнике есть три персонажа. Жертва, палач и спасатель. Более того, эти три персонажа не всегда прямо в таком виде и существуют. Иногда они меняются местами. И спасатель становится палачом, и жертва становится палачом или спасателем. И эта программа сегодняшняя, она не просто, так сказать, для общего развития. Она для того, чтобы те из вас, кто чувствует себя жертвой, смогли решить эту проблему и перестать быть жертвой. А сначала давайте... Да, еще есть люди... Ну, кстати, я о палачах тоже поговорю. Палачи вообще редко жалуются. У них как бы все нормально, это на них жалуются. Очень интересная тема про спасателей, которые лезут в чужую жизнь. Вот дайте я поподробнее все расскажу. У нас есть пару минут сейчас? Да, давайте. Да, вот что, Михаил, говорите, час впереди. Я только, знаете, что напомню, можно уже задавать вопросы, если вы жертва. Так вот, ну, это такие названия, жертва, палач и спасатель, это условные названия. Хотя в них, конечно, есть смысл, соответствующий этим названиям. Слушайте внимательно. Жертва — это человек, по отношению к которому палач проявляет агрессию, абьюз, как сейчас любят говорить. Морально или физически его третируют, унижают, обижают, критикуют, не любят. Короче, всячески издевается. С этим понятно. Кто такой палач? Это человек, который все это делает по отношению к жертве. Кто такой спасатель, Мария? Это человек, который, как Бэтмен, прыгает с неба на землю и пытается спасти жертву. Представьте себе такую ситуацию. Муж побил жену, жена вызвала милицию, приехала милиция, и вдруг милиционер, вместо того, чтобы действовать строго по закону, говорит: слушай, вот он скотина, я сейчас поговорю с ним. И муж говорит: ну пошли в коридор, выйдем. В этот момент спасатель становится палачом, а муж становится жертвой. Так понятно? Потом бывают такие истории, такие девичьи. Живет, например, какая-нибудь Маруся. Я вспомнил стихотворение. Маруся отравилась соленым огурцом, картошкой подавилась и сдохла под крыльцом. Маруся в крематории сразу в гроб кладут, и тут в тоске и горе любовника ведут. Я сам ей жизнь испортил, во всем я виноват я сам, и в память сыпьте в портфель мне пеплу 400 грамм. Это где-то 30-е, по-моему, 40-е годы. Ну вот. Но обратите внимание, что здесь палач перешел в состояние жертвы. Да, конечно. Дальше поехали. Вот у вас есть какая-то подруга Маруся, у которой муж просто подонок. Вот просто, я не знаю, Марусь, что ты с ней вообще живешь, а? Тут нельзя употреблять у нас список слов, которые мы не можем в эфире. Вот это все слова, которые тут у нас нельзя употреблять, вот он такой. Слушай, разведись с ним, а? Вот что ты терпишь это? Это спасатель нарисовывается, обратите внимание, в виде подруги Таньки, которая пытается в Марусину жизнь залезть, потому что Таня сама в разводе. И я тебе, говорит, Тань, Марусь, спасу, я тебе сейчас объясню. Ты, главное, не боись. Друзья мои,
не надо никогда, если вас об этом не просят, лезть в чужую жизнь. Надо в каких случаях? Если несовершеннолетнего, а то мы все мальчик-девочка, есть же еще дети, старики и животные. В качестве жертвы, я имею в виду. Вот когда вы видите несправедливое отношение к животным, к старикам или к детям, конечно, вы должны проявить свою человеческую позицию. Но когда люди взрослые, которые сами решают свои проблемы, их не решают и продолжают дальше терпеть, вы можете, конечно, предложить свою помощь один раз, но лезть в чужую жизнь вы не должны. Вот сегодня мы об этом поговорим при треугольнике Карпмана. В чем, собственно, вопрос? Вопрос в том, что если вы чувствуете себя одним из этих персонажей, или жертвой, или палачом, или спасателем, ну что, возьмем телефонный звоночек? Давайте, добрый вечер. Здрасте. Не молчите. Даже если вам сейчас тяжело, скажите что-нибудь. Здравствуйте. Здрасте. Вот и поговорили. Алло. Да-да. Да, меня слышно? Очень хорошо. О, прекрасно. Здрасте, Михаил. Здрасте. Во-первых, можно быстренько сказать, что в вашу защиту посмотрела интервью с Ириной Шейхман. Вы прекрасны, ее нападение было вообще абсолютно бессмысленным, и интервью отвратительное. А по поводу треугольника, я считаю, что я в нем нахожусь. В качестве вот кого вы в нем находитесь? А вот я не пойму, то ли я жертва, то ли я спасатель. А вот я скажите, треугольнике... почему вы считаете себя частью треугольника, и мы с вами, я думаю, решим, кто вы. Я вторая девушка у мужчины. Вы как бы последовательно вторая или параллельно вторая? Ну, сейчас уже я там отключилась от этого треугольника. Так, вот. а до этого вы как бы вместе существовали в жизни мужчины. Да. Так, и вот. То есть вы как бы хотите сказать, что вы были жертвой тогда в этой ситуации, да? Не знаю, но я еще... Мне знаете, какой вопрос? Нет. Есть ли исход как бы этого ожидания, я хочу быть этим мужчиной, как ни крути, увы. Еще раз, что еще раз? Есть ли исход, если положительный исход, что вот я-то то ли жертва, то ли спасатель, но я хочу быть с этим мужчиной. А он там мается и не понимает. А вы знаете, что сказал Михаил Михайлович покойный Жванецкий по поводу таких, как вы? Как? Он сказал, народ упорно ползет на кладбище. Или, я бы сказал, плюнь в глаза, все божья роса. Вообще, это моя самая любимая тема, вот когда про отношения, это называется неубиваемый аргумент. Вот когда пациенты приходят на консультацию, говорят, но я люблю его. Ко мне пришла один раз женщина, у нее был перелом основания черепа. У нее в черепе стояла титановая пластина. Она говорит, Михаил, но я люблю его. Как вы говорите, я хочу быть с ним, правильно? Да. Тогда не будьте такой единоличной, эгоистом. Будьте втроем тогда, что ли, я не знаю. Но нет. Не так я его люблю, да? Ну, просто я и не определила, спасатель я или нет. Стоп. А кого вы спасли? Секундочку. Почему вы считаете, что вы спасатель? Ну, то, что он, человек, мужчина, он явно в этой ситуации, палач, агрессор, или как это называется. Почему? Стоп, секундочку. В чем его палачизм и агрессия? Ну, он же рулит ситуацией, он держит двух людей. Как он вас привязывал к батарее наручниками? В каком смысле он вас держит? Эмоционально. Это как, давит? Уйдешь, сдохнешь? Что он говорит? Нет, за нити дергает. А вы дергаетесь, вам нравится? Вы же сами сказали, а я хочу с ним быть. То есть, понимаете, вот вы сейчас наступили на очень интересное продолжение разговора, что жертва иногда находится около открытой двери, но она даже в ту сторону не смотрит. Она почему-то считает жертву, что она заложник обстоятельств. Ну, как вы. Это история про выученную беспомощность. Вот Мария не зря уже какой год со мной тут мается. Я вас тоже часто слушаю. Но вы понимаете, куда я клоню, да? Что вас никто не держит. Как одна моя подруга, за рога никто не держит. Ну да, то есть тут нельзя сказать, что это вы просто в эти игры играете, жертва палач, это другой вопрос. Смотрите, я к чему хочу, какой мой вопрос. Вот я хочу быть человеком, да, вот в этом треугольнике. Человек, мы все троем нездоровы по логике этого треугольника, да, мы для чего-то в этих отношениях, правильно?
Не знаю, вы ПЦР сдавали? Отрицательный анализ, потому что вы здоровы. Так. Ну, я про именно вот эту теорию треугольника, что все для чего-то в нем находятся, и каждый играет свою роль, вот эту. А исход, если, допустим, он со мной, ну, так вот он решает. Вы меня спрашиваете, вот какой положительный. Я теперь только понял. Да, а можно, Михаил, да. чтобы я была с ним, но нас было двое, правильно? Да. Тогда у меня к вам другой вопрос. А кто вам гарантирует, что через неделю он не приведет третью? Ну вот. Он же подвержен уже этому. Да, но мы как бы больные. Это излечимо психологами, например, из этого выйти. Это же обычно я говорю в таких случаях, вы что, его мама или лечащий врач? Вам какая разница, излечим он? Вы свою тарелку смотрите. Здоровые отношения предполагают здоровых людей. Да, можно ли вылечиться? Вот. Вам, да. Из этого треугольника. А его, это его дело, это вас не касается. Вот знаете, вот тоже интересно. Вы как запутан у жертв вообще психология. Если кто попроще, не психолог, жертва сама доведет, можно сказать, до суицида, если кто-то будет это распутывать. Смотрите, какое дело. Мужиков просто... Не буду этой фразы, тут что ни скажи, все нельзя говорить. Как говорила одна моя знакомая, попой ешь. Короче, их много. Да. Но нам приспичило именно вот этого. Более того, мы его и любим, правда же? Думаю, да. Ну как без этого? Я так говорил, когда сигареты столичные, я выкурил, говорю, вообще это самая большая любовь в моей жизни. Пока я не понял, что я наркоман. А вы пока этого не поняли про себя. Вы про любовь. Нет, я это понимаю. Ну что вы про любовь. Вы же любите его. Так вот. Я наркоман, но это как наркотик, да. Да, то есть вы в каком-то смысле человек зависимый, отказываетесь это признавать, продолжаете дальше играть в любовь. Это реально неубиваемый аргумент, но я люблю его. И получается следующая картина. Вы, конечно, могли быть счастливы с другими людьми, но с другими людьми вы пока не можете быть счастливы, потому что вы с этим-то несчастливы. Но вам нужно, для вас как бы любовь, это какие-то страдания. Ну, так, к сожалению, вас эмоции, да. Об этом я тоже рассказывал, и в книге писал, и так рассказывал, да, что когда у ребенка тяжелые отношения с родителями, он привыкает к тому, что любовь — это боль. Ну, прям с детства привыкает. И он по-другому не может выражать свои чувства. Ему для того, чтобы вообще что-то почувствовать, надо сначала заморочиться. Ну, так вы бы, как вот больной человек бы, например, но больной вы здоровый, я имею в виду, как это неправильно в психологическом смысле употреблять слово «больной». Да, ну, короче, как бы, не совсем правильно. Ведущий человек сказали бы, стоп. Во-первых, я никого не люблю. Я признаю в том, что у меня, к сожалению, так устроена психика, что я, если не пострадаю, у меня даже либидо не работает. А вот как пострадаю, прямо хочу, не могу. И люблю, главное. Вот. Но вместо этого вы продолжаете, как попугай, твердить одно и то же. Я люблю его, и хоть сдохните. Ну так мы эту корову не продадим. Понимаете, какое дело? То есть я излечима, но других людей... Не трогайте других людей вообще, не трогайте. А если он захочет сам этого? Если он тоже это поймет. Вот я ему расскажу про треугольник. Не надо трогать, не надо никому ничего. У него не онкология, и у него даже не ковид. Вот это, знаете, типа, вот знаете, что я делал? Знаете, плохая новость в том, что вы общаетесь со здоровыми людьми. Да, тут проблема в том, что я делал, как вот если переводить на ваш язык. Я говорю, слушайте, а вот есть же легкие сигареты, да, там же никотина меньше, правда? И я же, может, не так быстро сдохну от курения, может, я еще поживу. Кстати, чтобы ни у кого из курильщиков не было никаких иллюзий, 37 лет курения, у меня стоит стенд. Можете посмотреть в интернете, что это такое. Поэтому вы вместо того, чтобы вообще соскочить, говорите, Михаил, а мы его тоже можем ведь вылечить? Подумайте об этом. Я вам желаю успехов. Спасибо большое. Я рада, что дозвонился. Это был неожиданно. И нам было приятно с вами пообщаться. Я вспомнила вашу любимую певицу. Да ладно. Помните вот это? Je ne rêve plus, je ne fais plus. Нет, моя вот эта вот. Я не мечтаю без тебя. Девушка из Нагасаки меня тут обложили просто шумиматом. Я тут разбиралась за вашу девушку из Нагасаки. Я имела в виду Далиду, помните? Да, Далида, хорошо. Я больна, говорит Далида. Я больна, я не ем без тебя, не курю без тебя вообще, не мечтаю без тебя. Кстати, это одно... Когда ты уходишь, je suis malade. Да, это ж потом... Это песня, которую придумал Жак Брель сначала
по-французски. Ее много кто пел. Да? Она лучше. И Барбара Стрейзанд. Я другое хочу сказать. Вот Мари правильно эту тему затронула. Если вы, не дай бог, говорите такие фразы, меня лично в дрожь бросает, когда мне кто-то говорит: я безумно люблю его, или я страшно его люблю. Я думаю, что здесь ключевые слова не люблю, а страшно и безумно. Ну, поехали дальше. Наталья из Италии узнала в себе спасателя. Так. Часто, когда слушаю людей, пишет Наталья, они рассказывают о своих проблемах, и я прям пытаюсь им давать советы, пытаюсь им найти выход, даже если меня вообще не просят об этом выходе. Как избавиться от этой привычки? Закрыть свой рот. Ну, это правило, понимаете? У меня это тоже было. Потом я пережил синдром третьекурсника медицинского института. Ну, психологи, они хоть и не медики, но у них тоже есть такая больная тема. Что это за синдром, спросите вы, Мария? А я вам отвечу. Что это за Вы синдром? представьте к людям и говорите: что-то мне вот, что-то глаза не нравятся, что-то они какие-то бледненькие. А скажите, Мария, вы когда последний раз на железо-то кровь сдавали? Это, Михаил, отвалите, я вас ни о чем не спрашивала. Вот студенты 3-го курса, они думают, что, во-первых, они все знают, они уже просто конченые врачи или психологи, и они реально пристают к людям на 3-м курсе, это известная классика. Типа, что-то мне, по-моему, температурку надо померить. Вот. Или это, может быть, волчанка. Так вот, я хочу сказать, что с возрастом, конечно, ты приучаешься к тому, чтобы свой рот закрыть и людей не доставать, если они тебя об этом не просят. Вот и все. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Продолжайте. Меня зовут Юля, мне 45 лет. Меня слышно? Очень хорошо, и видеть еще было бы лучше, но только слышно пока. Значит, у нас такой треугольник. У меня есть муж, у него есть мачеха. Мачеха очень нехороший человек, садистка, скажем так. Так. Вот. Значит, довела моего мужа до, значит, учета в психоневрологическом диспансере с тревожным расстройством. Вот. Но когда он был ребенком, наверное, она когда стала его мальчиком? Сколько ему лет было? Ему было 7 лет, Угу. и у него умерла родная мама. Ну, понятно. Да, вдовцом. Там, значит, ставили на горох на коленях, истязали там. Вот такая, били, да? избивали, били. Вот. И, значит, муж со мной с 35 лет. До 35 лет он жил с мачехой. И, значит, отдавал все деньги, работал на 2 работах, все отдавал мачехе. Ну, то есть она как бы к этому привыкла. Вот. Потом он пришел жить ко мне, вот, и, естественно, ей это не понравилось, да, что там деньги ушли. Иссяк источник дохода. Да, бесплатный раб как бы ушел и так далее. Вот. И здесь получается, что он как бы меня любит и пытается... разорваться между вами и мачехой, да? Нет, он как бы уже начал предпринимать шаги, чтобы как бы жить своей жизнью и так далее. Так. Вот. Ну, а мужу сколько лет сейчас? 42. Так. Лет 8 мы вместе. Вот. И, скажем так, получается, что на комплексе вины она так периодически играет. Угу. Вот. И здесь как бы как-то мы в этом существовали, да, так более-менее. Меня не очень сильно все это беспокоило, пока это вот не перешло в такие острые формы. Вот. Но когда вот возникли проблемы с психиатром, вот, когда мне пришлось и тратить деньги на все это дело, да, на психиатров, на лекарства и так далее. Вот. То есть я, видимо, в этот момент... Здесь надо очень сейчас собраться, очень коротко задать вопрос, потому что у нас не резиновое время. Понятно, что я мачехе сказала такую фразу, что я не хочу слышать ее, что при мне не надо звонить, не надо беседовать и так далее и тому подобное. Так. То есть получается, что я здесь в роли спасателя или я... Нет, вы в роли человека, который хочет себя оградить. Вам же неприятно, когда она звонит в вашем присутствии, правильно я понимаю? Да. Здесь вы никого не спасаете, вы просто делаете свою жизнь более комфортной таким образом. Вот мой ответ на ваш вопрос. Хотите что-нибудь из WhatsApp? Да хочу. Люди же писали.
Евгения пишет: впадаю в роль жертвы, когда меня критикуют. Хотя понимаю, что критикуют иногда по делу, иногда не по делу, но я начинаю обороняться и чувствую себя очень несчастной. Как в этой ситуации быть? Я тоже не люблю критики. Я сейчас скажу, как быть. Я личным примером, это Евгения, да, был? Евгения, Евгения. девочка. Женечка, вот прямо личным примером покажу, что делать с критикой. Друзья мои, те из вас, кому не понравились мои гаджеты, я их так называю, любя, ежедневник и календарь, вот прям пишите, а Марин не почитает. Угу. Мне, кстати, кто-то уже написал. То есть, смотрите, у вас есть календарь, 12 изображений Михаила Да, Лобковского. и кто-то написал: Михаил вообще охренел. Он уже вообще свою рожу вообще везде вставляет, оказывается. Вот давайте прямо сейчас... И ежедневник такой же, там еще цитаты каждый месяц. И вот пусть люди скажут, типа, что это за... Угу. А Да. вы позвоните лучше в эфир, потому что, как я Не, прочитаю... ну это другая я тема. Хорошо, всем... Пишите тогда. Мы сегодня про жертву. То Так. есть я серьезно так решал проблемы. Я вот, например... Вот, кстати, это интервью Шихман, который сегодня вспомнили, да? Там была такая история, у Шихман какая-то, видимо, родственница, которую я обидел как-то, которая меня на улице хватала за руки, я просто матом послал. И Шихман решил, видимо, на мне отыграться. Но отыгрался он на себе в результате. То есть, как бы я спокойно отношусь к критике, говоря по-русски. Но я и не люблю. Ну, а вот Евгения нет, видите, впадает в состояние жертвы. Телефончик у нас. Да, добрый Здрасте. вечер. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я спасатель. Буквально, то есть я работаю спасателем или снималась в сериале Нет, я «Спасателем» учитель или... по профессии. Так. А в субботу от работы время я почему-то решила, что мой богатый опыт, мой оптимизм может помочь моим подругам, там, друзьям. И, в принципе, меня на какой-то момент не напрягала эта история, пока я вот не вслушалась в правила, в одно из ваших правил, мне отвечать только на вопрос. Я поняла, что о помощи-то меня никто никогда и не просил. Ну, вам, видимо, Вот. самой надо. Видимо, да. У меня в связи с этим вот какой вопрос. Вот если очень много общаться с людьми, которые ведут себя как жертвы. Угу. То. Алло. Ай-яй-яй. Че, соскочил наш слушатель? Жалко. Алло, вы Много здесь? общаешься. А тут Алло? звук пропал. Если долго общаться с людьми, которые ведут себя как жертвы, то... Да, можно стать жертвой. А вы знаете, само общение с такими людьми говорит о том, что у вас к этому уже есть предрасположенность. Дело в том, что люди, они, что называется, кучкуются по интересам. Я давно на это обратил внимание, еще, наверное, в детстве даже, что люди не просто так с кем-то общаются, а с кем-то нет. Не в смысле, что они все, кто с кем общается, друг на друга похожи, но у них есть что-то общее, из-за чего они вот с этими общаются, а с этими не общаются. А можно я прочитаю одно сообщение? Давайте. Михаил, прошу, я была в таких отношениях. Я вскочила спасателем, мужчина-жертва, многоточие. И дальше мы вдвоем бегали в течение 3 лет. Точка, расстались. И я не могу понять, как выключить спасателя. Меня тянет, когда ноет. Анжела. Дорогая Анжела, во-первых, дождитесь вопроса. Никогда не реагируйте на манипуляции под названием «я так больше не могу», «меня все достало». Это очень тяжело, потому что это попытка вас заставить самой говорить, что случилось. Вот на это не реагируйте. То есть вы можете один раз человеку предложить, только если с его стороны, как говорят психологи, есть запрос. Типа «помоги мне», пожалуйста. У нас, по-моему, сейчас разлука на 2 минуты. На 4. Да ладно. Держитесь. Рассказываю. Мы сегодня обсуждаем треугольник Карпмана, который сказал, что отношения между людьми, ну, не всеми, слава богу, но многими, строятся следующим образом. Жертва, палач и спасатель. И все эти трое меняются периодически местами. Кстати, хочу сказать, вот кто, например, прямо вот на первый взгляд сразу видно, что меняются местами. Это так называемые жертвы, которые, например, любят человека, который их не любит. То есть они себя чувствуют жертвами, потому что вот какой-то парень, там они по нему сохнут, прям скучают.
А этот парень, в свою очередь, который для них палач, он их унижает. Вот я когда в школе учился, то в 8 классе мне очень нравилась Юлия Федорова, такая девочка у нас училась. Я говорил: Юль, пойдем погуляем. Мария, знаешь, что она мне отвечала? Так. Да пойдем, мне все с собакой выходить. Ну, то есть обесценивала вас очень сильно. Просто не то слово, закапывала просто. Но с другой стороны, в меня влюбилась ее сестра. Так. И она мне не нравилась. То есть я был как бы одновременно жертвой и палачом, соответственно, для другой. И так очень многие. То есть они кто-то по кому-то сохнет, а это сохнет еще по кому-то. Но здесь, конечно, нет места спасателя. Тут не воткнешься никуда. Ну, только брось его и этого брось, вообще всех брось. Антонина из Калининграда. Вы, Михаил, такой охрененный. Я обязательно куплю ваш календарь. Михаил, еще раз... А критика где? Подождите, я сначала решила начать с мягкого. Хорошего. Ирина пишет. Еще раз, где на вашем сайте найти календари? Большое спасибо. Магазин, там такой раздел лобковский.ру. И там, кстати, видно, там, ну, их можно полистать даже. А вот теперь поехали. Галина из Москвы пишет. Шихман шикарная, умная девушка. Лобковский проиграл ей по всем статьям. Умничка, вот люблю. он и бесится. Взрослый мужчина, а истерит как институтка. Простите. Как зовут-то? Галина. Галя, спасибо. От институтки взбесившейся. Еще что-нибудь? Так, что еще? Не знаю, надо посмотреть, простите. Все остальные по делу вроде бы люди пишут. Ладно. Так, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Алло. Так. Здравствуйте. Да, добрый день. И? Да, меня зовут Валерия. Так. Да, отлично. Просто я думала, может быть, я какая-то третья по очереди. Смотрите, такой момент. У меня просто переход от состояния жертвы к палачу. Дело в том, что у меня последние отношения длились год. Часто они происходили на удаленке. В итоге мы встретились, и потом человек просто исчез. Вот по отношению к нему вы были жертвой, а кому вы были палачом? Да, и сейчас у меня начинается просто дикий период самобичевания, да, что там произошло, почему так произошло, и я как бы обвиняю себя. А вы знаете этот мой любимый анекдот, когда мама с дочкой сидят на кухне ночью, и дочь говорит: мам, 2 часа ночи, а мужа все нету. А мать ей говорит: а что ты о плохом-то думаешь? Может, что машина переехала? Нет, жив-здоров. Это обидно, да? Так. Да, ну как бы, окей, я просто понимаю, что у человека потом все равно прибежит, и я, конечно, у меня тут, знаете, в мыслях возникает такой палач, что я, конечно, там отомщу, там... И вот как быть? То есть, да, как перестать самобичевание и прекратить эти мысли, что... Нет, вы знаете, вот это очень такие как бы простые советы, они не работают. Да, перестать, знаете, как это самое... Есть такой ролик в интернете, как приходит женщина к психологу, и он говорит: у меня сеанс длится 5 минут, по-моему, это стоит $3, я не даю сдачи. Видели этот ролик, нет? Нет еще. А он говорит: все время пошло, слушай вас, говорит, я боюсь, что меня закопает заживо. Он ей говорит: прекрати это. Она говорит: и? Говорит: все. А она говорит: а как все? Говорит: ну, я вам ответил на ваш вопрос. Просто прекрати это. И могу еще раз повторить. Она дает $5. Он говорит: я, помните, предупреждал, что у меня нет сдачи. Вот я хочу сказать следующее. Если вы реально хотите соскочить, то вам надо сделать первую вещь. Вам надо взять на себя ответственность. Вы должны сказать, что мне нравятся неадекватные люди. В частности, этот человек. Он реально неадекватный, да? То есть адекватный бы сказал: слушай, там, я тебя не люблю, да, или, это какие-то отношения, они у вас уже были в онлайне, я так понимаю, да? Нет, мы потом в итоге встретились, и ездила к нему, мы провели там практически 10 дней. Там, человек, который соскакивает молча, согласитесь, не очень адекватное поведение, правда? Абсолютно, абсолютно. И вы не хотите брать на себя ответственность, вам как бы, вы хотите быть жертвой в этой ситуации, а вы могли сказать: это мой косяк, я не поняла, не разглядела или не почувствовала, что чувак не очень адекватный, странный. Потому что я, не то что не поверю, это не вопрос веры, что ничто типа не предвещало беды, и вдруг опять, да? Как бы душа в душе, и вот он взял, соскочил. А может, действительно что-то с машиной случилось?
Вот, короче говоря, если вы возьмете на себя ответственность, вам станет гораздо легче. Люди отказываются брать ответственность на себя. Люди в основном почему-то, вот женщины во многом, говорят, ну вот это по отношению ко мне так. А сказать, ну я сама такого нашла дебила на свою голову, это нет, да? Но тогда, получается, ты навешиваешь такое чувство вины на себя, что это ж вот я сама такая плохая. Нет, Мария, не совсем так. Когда вы говорите... мужчину, это же я его выбрала. Правильно. Господи. Ну, что сразу чувство вины? Вы говорите, значит, я могу этим управлять процессом. Если это я выбрала, я могу выбрать и других. А когда вы говорите, почему со мной так происходит, почему со мной так поступает, вы становитесь жертвой, и дальше ваша жизнь становится лотереей. То есть вы вообще не понимаете, а час следующего дебила ожидать. А это как себя поведет? А когда вы говорите, это мой выбор, и я за него несу ответственность. Вот любой развод, да? Скотина, это ты. Знаете, говорят, что дети очень переживают, когда родители разводятся, потому что им кажется, такая странная детская психология, что потому что они маму не слушали, потому что они учились плохо, из-за них родители разводятся. И принято, что когда родители разводятся, они детям говорят, это не из-за тебя. Ты здесь ни при чем, мы просто с мамой будем жить отдельно, дело вообще не в тебе. И вот в моем любимом, самом крутом на сегодняшний день для меня, в всяком случае, мультфильме «Манки Даст» эту историю обыгрывают. Значит, идет 5-летний малыш, мама с папой, и они говорят, сынок, мы с мамой решили пожить отдельно, и мы хотим сказать тебе, все это из-за тебя. Ну вот, поехали дальше. Ну, давайте-ка телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте, меня слышно? Да. Отлично. Меня зовут Валерия, я, наверное, такой один из самых молодых участников, мне 23 года. Как вас зовут? Валерия тоже. Валерия, да, Валерия. Недавно тоже была. У меня есть парень, и мы с ним встречаемся уже около 3 лет, и все эти 3 года существует такая проблема, которая вроде как не особо дает о себе знать, но на перспективу мне это не очень нравится. Он совершенно такой прям лентяй. То есть на работу вообще не выходит, не ищет. И это продолжается уже... А на какие деньги живет? А на деньги живет у него отец очень богатый, и его это устраивает, и отец как-то это все принимает, тоже непонятно почему. Но вот как-то это... Мне с человеком очень комфортно, я люблю его, не какой-то там безумной любовью, но вот хорошей такой любовью. Мне с ним очень комфортно, и смешно, и классно, и так далее. И мы собираемся сейчас там в скором времени начать жить вместе. Жить вместе на моей квартире. И то есть меня вот пугает это какая-то перспектива того, что не будет ли это тратой времени и моих вообще каких-то сил, энергии, потому что, может быть, это уже заведомо все как-то... Вот смотрите, вот это очень интересный вопрос. Вообще я хочу сказать, у нас очень хорошие слушатели, интеллигентные люди, с ними приятно разговаривать. Рассказываю. Ситуация следующая. Вас не устраивает в парне то, что он ленивый, я правильно понимаю? Да, то есть он говорит об этом. Нет, не надо, что он говорит, просто по факту вы 3 года встречаетесь, он 3 года не работает, работу он не ищет, и вы не просто вместе живете, вы живете, потому что вы видите перспективу в отношениях с этим человеком. Я правильно понимаю? Да. И в то же время вас не устраивает то, что он не работает, и когда вот вы можете дальше дофантазировать, вы, скажем, поженитесь, у вас будут дети, то кормить всех будет его отец. Вам он будет тестем, если что. Вас эта ситуация устраивает? Вот меня это вообще не устраивает. В этом смысле я вот за что. Надо человека принимать полностью или вообще не трогать его руками. Я против чего выступаю? Я выступаю переделки людей. Чтобы людей надо переделывать, менять, воспитывать и так далее. Он же не ребенок вам, он все-таки ваш бойфренд, правильно? Да. Поэтому воспитывать его вообще нет смысла. Воспитывать вы будете детей, когда их родите. Угу. Вот, поэтому я вам хочу сказать, подумайте об этом. Или примите ситуацию так, что всю жизнь... Кстати, я когда женился, всех кормил мой отец, потому что я зарабатывал 69 рублей, моя жена зарабатывала 110. Некрасиво, да, когда жена больше мужа зарабатывает? Сейчас нормально. Михаил, вы хоть что-то зарабатывали? Нет, я ничего не зарабатывал, на эти деньги жить было нельзя. Потому что отец мой хорошо зарабатывал, и он всю семью мою и содержал.
Вот. Я хочу сказать, что меня это устраивало, но, к сожалению, я хочу сказать, что я был не совсем как бы здоровый, потому что когда я выздоровел, меня, конечно, я уже выздоровел, уже отца в живых не было, а сейчас это не может устроить, и никакого нормального человека это не устраивает. И дело, между прочим, не в деньгах. Знаете, в чем проблема огромная? В полное отсутствие самореализации. Деньги — это как бы такой бонус, когда человек себя реализует. Понимаете меня, да? К сожалению, нет на линии уже слушательницы. Наверное, слышит. Поэтому дело не в том, что он не ищет работу, а дело в том, что... А что, кроме тогда, что у человека, тем более мужчина... Мы, кстати, не спросили. Мы живем в сексистском обществе. Подождите, поэтому... Михаил, может быть, самореализация есть, но она не приносит денег. Вот я помню, я не хочу ни о ком плохо говорить, я этот хороший парень, раз наша слушательница его любит, она плохого не полюбит. Но вот я сейчас вспоминаю первые статьи в журналах типа «Столица» в 90-х годах. Просто я хочу кое-что объяснить. Когда мне было 20 лет, в этой стране я не видел людей, которые не работают вообще. У нас была одна девушка, Соня ее звали, она была любовницей цеховика из Ростова, он ей купил квартиру в Москве, когда они еще не продавались, и она ничего не делала вообще. Мы ходили на экскурсию к Соне в гости. Говорит: Соня, а как это? Говорит: как, вот так. Тебе нравится? Да вообще просто лучше не бывает. И мы как в кунсткамеру ходили на нее смотреть, потому что я не видел людей, которые не работают, кроме инвалидов. И когда началась перестройка, и появился целый класс неработающих женщин, конечно, в основном, то про них написали очень интересную статью, а чем они заняты, когда они не работают. Вот к вопросу. Она говорит: о чем, может быть, Они такой образ жизни: встают не рано, так часиков в 11. Дальше какие-то процедуры, фитнес-клубы. И в 2 часа, я помню, там они все собираются, у них тусовка была в ЦУМе. Потому что там привезли... А вы что думаете, легко в ЦУМе тусоваться? Да, привезли какие-то немецкие лифчики, и вся эта комната... А вы что думаете, легко выбрать бра? Да, а потом это фитнес-клубы, а это я дом строила сама. Вот целый такой образ жизни, поэтому, да, ладно. Так, давайте к делу. Анна спрашивает: я перестала быть жертвой по жизни, но впадаю в ступор при внезапном нападении преследователя. Особенно, когда это руководитель на работе, и я не могу себя защитить. На экстренный случай есть ли какой-то такой инструмент защиты? Конечно. Инструмент защиты кроется в 3-м правиле. Только Анна сейчас скажет: зря я вообще его об этом спрашивал, жила для этого нормально. 3-е правило очень просто выглядит. Как только ваш начальник делает что-то, что вам неприятно, вы обязаны согласно правилу, об этом сказать, но, используя 6-е правило, говорить вы должны не какой он идиот, а что вам это неприятно. Говорить вы можете согласно 3-му правилу только 1 раз. Это означает, что если он не перестал себя так вести, то вы там уже не работаете. Вот если вы на это готовы, то у вас все получится. Если вы не готовы, то, как большинство жертв, вы будете это объяснять тем, что: а что мне делать? А я взяла суду на квартиру, у меня маленький ребенок. Михаил, вы меня будете кормить? И все в этом духе. Как говорят жертвы, например, семьи. Как скажем, там, где муж третирует жену: а куда я пойду? А у меня дети на руках, а на что я буду жить? То есть всегда у жертвы есть какая-то отмаза такая конкретная, серьезная для них, в которой они, кстати, верят еще. Что действительно, а как это? А куда? А что я буду? И они продолжают терпеть все это безобразие, объясняя себе тем, что они по-другому просто не выживут без этого абьюзера своего любимого, без нарцисса своего перверзного. Просто это не жизнь. Да. Так, есть одно сообщение, это хороший вопрос из Германии. Слушательница пишет следующее: мой отец вечный спасатель для всех. Хотя, кстати, хороший вопрос, кто для вас-то отец? Дальше история такая: моему отцу сейчас жалко моего бывшего мужа, а не меня. И они общаются, и за это я его, в общем, даже ненавижу. Как это побороть? Отец-то для вас как раз палач здесь. Надо похоже. Любить. Почему? Вот, например, когда я родился... Смотрите, если папа говорит: да что ж ты бросила такого классного мужа-то? Не-не-не. Вот так даже, да? Я не знаю, как он говорит, но... Кстати, когда я был женат, моя мама всегда брала сторону жены, никогда не брала мою. И когда мы с женой развелись, то моя мама,
эта жена писала, бывшая уже моей маме: пришлите мне, пожалуйста, томик Декарта, как сейчас помню. И у них были хорошие отношения. Я считаю, это нормально. Вот. Моя мама, кстати, однажды даже ездила отдыхать с моей бывшей девушкой, когда мне было лет 20. Я уже забыл, как она выглядит. А мама говорит, вы маму не ненавидели? Я провожу параллель с сообщением. Я один раз маму возненавидел, когда мне было 16 лет, у меня была 22-летняя девушка. И мама сказала: Алла, вы не могли другого пионера себе найти? Нахрен вы вообще к нему привязались? Вот тут я маму, конечно, возненавидел, да. Добрый вечер. Добрый вечер. Здрасте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Мария. Судя по голосу, вы ближе к жертве, да? Нет, наверное. Не угадал? Я была жертвой. Я как раз хотела сказать о том, что девушка, самая первая девушка спрашивала, возможно ли закончить эти отношения хорошо, жертва. Но она конкретно вкладывала смысл, конкретный, потому что в моем понимании хорошо это по-другому. Насколько я поняла из своего опыта, это невозможно закончить именно в этих отношениях. Ну, конечно, я и пытался девушке это донести. Так. Я сама была очень долгое время в роли жертвы. Всю свою молодость я связывалась с мужчинами, которые были, отношения мои были токсичны, скажем так. Я все время от них зависела, я все время плакала, я все время страдала. У меня была подруга, она сейчас у меня есть, эта подруга, которая всегда выступала в роли спасителя. Она всегда меня жалела, всегда мне подсказывала, всегда мне говорила что-то. И вот до того момента, пока кто-то не сказал мне, что, ты знаешь, тебе нравится быть этой жертвой. И у меня что-то перещелкнуло, и с тех пор я перестала связываться с мужчинами, которые делали меня жертвой. И подруга, которая была спасителем, она отошла на второй план. Я больше не смогла с ней общаться, потому что ей нужно было меня спасать, нужно было кого-то спасать, а не получалось уже спасать. Вы знаете, спасибо вам большое за ваш звонок. Я вспомнил еще одну деталь в треугольнике Карпа, на котором я забыл. У жертвы есть вторичные выгоды, Мария. А вы об этом ведь не думали раньше? Я догадывалась, Михаил. Вторичная выгода. Я вам приведу пример вторичной выгоды. Значит, жена ни хрена не работает, ни черта не делает, сидит дома. Муж, сволочь и негодяй, пьет, бьет, изменяет направо и налево. Она на это закрывает глаза и терпит. Почему? Потому что он ей дает возможность не работать. К сожалению, для многих неадекватных людей не работать является бонусом в жизни. Но я не могу им ничем помочь, они, собственно, и не просят. Вот опять вы про ЦУМ. Да. И я хочу сказать, что у жертв всегда есть вторичная выгода. Это снимание с себя ответственности, обязательств и так далее. И многие из них, к сожалению, за счет палачей нормально себе живут. Ничего хорошего, кстати. У нас 2 минуты, можно финалочку, а могу вопрос прочитать. А вот как скажете, так и сделаем. Парень, 31 год, женился в 23, дочь 5 лет. Не получая от жизни удовольствия, огромное желание общаться с другими женщинами, но не могу. Считаю себя жертвой. Огромное чувство угнетения. Что так вся жизнь пройдет мимо? Что делать? Стараться делать, что вы хотите. Вам для этого надо преодолеть чувство вины и стыды. Когда преодолеете, все будет хорошо. Еще вопросик? Мне кажется, исчерпывающе. 1,5 минуты до завершения. Доктор, поскольку у нас в России не все как у людей, за спасателя часто принимают палача, пишет нам наш постоянный Станислав. Сегодня сплошной Диккенс, жизнь покруче кинолент. Дело в том, что на самом деле сегодня очень легкие разговоры были, ни одного напряга, ни каких-то кошмарных историй. Михаил, а это я уже читал. Так, а если все 3 роли не норма, а какая же роль норма? Роль норма, когда вы просто живете себе. Кстати, хороший вопрос для окончания программы. Когда вы просто, не лезете в чужую жизнь, ни от кого ничего не терпите, никого не третируете. Как? Вот она норма. Друзья мои, вот осталось еще меньше минуты, я вот что скажу. Палачи, у которых меньше всего проблем в жизни, вы тоже ведь несчастливые люди, потому что вам надо всеми кого-то третировать. Вы все недовольны и так далее. Задумайтесь об этом. Жертвы. Задумайтесь о том, что вы можете соскочить в любой момент, и ничего страшного в этом нет. А спасатели пусть выучатся на каких-нибудь волонтеров, врачей, и начнут спасать уже людей профессионально. Тех и людей, и собачек, и кошечек, и мышей. Всех, короче.
которым это действительно надо. И никогда не залезайте в чужую жизнь, особенно если вас об этом не просят. Ну вот, друзья мои, до следующего вторника. Пока.